Меня никогда не избивали, у меня была полноценная семья. Всем привет на моем канале, в этом видео я расскажу вам про мое детство. Эта тема у меня уже была давно в списке, но я как-то не знаю, потерял что-то энтузиазм об этом говорить, потому что, хорошее у меня было детство. Но актуально мне задали вопрос, и он меня очень взбудоражил. Я его зачитаю. Вопрос про трансгендерность. Сними видео о своем детстве, если его еще нет, пожалуйста. Переживал ли ты какие-нибудь психологические травмы? Может, избивали? Полноценная ли была семья? Конфликты, скандалы? Хочу полного раскрытия этой темы, чтобы понять, действительно ли только тяжелое детство толкает на укрепление мысли о своей трансгендерности, даже если она есть изначально. Ну или, может, авторитеты для тебя одобряли мальчишеское поведение, или девчонки бесили, случилось отторжение. У меня есть короткая версия ответа на этот вопрос и развернутая. Короткая версия – нет. Ничего подобного со мной не случалось, и вообще я не считаю, что какое-то несчастливое, неудачное детство может влиять на идентичность человека вот так, что трансгендером можно стать. Есть всяческого рода расстройства личности, расстройства психики, которые вполне могут быть обусловлены плохим детством. Но трансгендерность – это, во-первых, не психическое отклонение, во-вторых, человек, который потерялся и хочет найти выход из своего положения сменой пола, имеет совсем другие проблемы в голове, и смена пола ему не поможет. А теперь по порядку отвечу на вопрос. Я не переживал никаких психологических травм. Меня никогда не избивали. У меня была полноценная семья. Мама, папа и сестра. Мама с папой всегда, насколько мне было понятно и насколько я как ребенок мог судить, были самой счастливой парой на земле. Они любили друг друга, они были всегда вместе, они не ссорились, не ругались, не орали друг на друга, никакого насилия в семье не было. Максимальное наказание, которое лично я испытывал на собственной шкуре, это быть поставленным в угол, предварительно быть отшлепанным пару раз. Конфликты, скандалы – нет. Мои родители, как, наверное, и все семейные пары, когда-нибудь ссорились и ругались, но они никогда не кричали друг на друга. Да, у них были разногласия, но мне казалось, мне кажется, уверенно, они всегда разруливали это каким-то цивильным путем, в частности, старались не при детях. Действительно ли только тяжелое детство? Откуда у тебя вообще информация, что вообще детство, а уж тем более только тяжелое детство, может послужить укреплению мысли о трансгендерности? Есть, разумеется, какие-то такие гипотезы, но они совершенно ничем не подтверждены. Хоть какое-то доказательство, приведите примеры. Покажите человека, которого в детстве избивали, и он ничем не заболел на голову и пошел быть трансгендером. И насколько он стал счастливым после того, как он сделал переход его излечил. Трансгендерности ничего не может толкать или от нее оттянуть. Она либо есть, либо ее нет. И она может быть, я думаю, в разном объеме. Каждый человек индивидуально испытывает свою гендерную дисфорию и индивидуально имеет желание что-то с этим вообще делать. Не все хотят что-то делать, не все думают, что они четко противоположного пола. Укрепление мысли о своей трансгендерности. Я думаю, если маленький ребенок говорит своим родителям, что он не в том теле, какими бы словами он это не говорил, то если родители сумасшедшие, психи, избивающие своих детей, постоянно ему внушают и орут на него, что они его не любят из-за того, что он мальчик, или из-за того, что он девочка, а должен был наоборот быть. Вот это, наверное, может правда с ума свести. Меня любили. Мне всегда говорили, что я прекрасная девочка. Мне говорили также, что я пацанка. Мне говорили также, что я любимая золотце. Мои авторитеты, мои родители, бабушки не одобряли моего поведения мальчишеского, но они, если знали об этом, меня за него и не ругали. Если бы они вовсю меня одобряли, говорили: да, давай мы будем тебя постоянно коротко стричь и
надевать на тебя шорты, бегай без майки, играй в мальчишеские игрушки, мальчишеские. Я бы тогда не скрывал бы, например, что я мальчик Дима. Я это в основном только, как-то во дворе рассказываю. Мне довольно долго нельзя было стричь волосы. У меня в начале, в самом детстве, там, до 5 лет или до скольки были короткие волосы, или до 6, а потом нужно было их отращивать из-за школы. И я хотел их состричь. Не то, что вот меня принуждали, вот давай теперь расти волосы. Просто я был послушным ребенком. Я как бы так, говорил, что нет, я хочу короткие. А мне говорили, ты же девочка, давай, красиво будет, давай посмотрим. Не надо так сразу перечить, давай посмотрим. Но я думал, давай посмотрим. С другой стороны, все же я довольно много перечил с взрослым. Я хотел всегда понимать, почему что-то так, а не по-другому. И не хотел просто так вслепую слушаться и делать то, что мне говорят. Меня не бесили ни мальчишки, ни девчонки. Меня просто бесило, что я якобы не мальчик. Во что я играл в детстве, в машинки или в куклы, например, мне кажется, тоже совершенно не важным этот вопрос. Я играл и в то, и в другое. Играл во все игрушки, которые мне предлагались. Я очень любил пистолетики. Я любил машинки, но их почти не было. Мне их либо не покупали, либо, семья не очень была, была средняя семья, скорее бедная. Но у нас, в принципе, все было, что нужно. У нас были и игрушки. Какие-то достались по наследству. В принципе, в основном все, что просто пришло сверху от родителей или от старшей сестры. И говорить, что девочки в основном играют в куклы, а мальчики в основном играют в машинки, считаю, тоже не очень целесообразным, потому что, чтобы оценить, куда направлено мышление ребенка, потому что очень многие мальчики играют вполне так в такие фигурки, в куклы. Это тоже куклы, по идее, да. Ладно, если речь идет о той системе дочки-матери, во что типичным образом играют девочки, то нет, в это я вообще не играл. Я играл в воспитателя, в детский сад, в школу. Я рассаживал своих кукол, и я им был воспитателем, а потом учителем. Любил кукол мальчиков, и я именно с ними себя их оживлял и пытался быть ими, что ли, или в их образе пытался жить свое детство, которое я жить не могу, в своем теле и образе. Я уверен, что очень большую роль играет общество, которое нам навязывает гендерно-стереотипные роли. Я рад, что этого сейчас все меньше. Есть мнение, что если детей не направлять в определенные роли, то они не будут знать, что делать. Я уверен, что это не так. Я уверен, что дети будут знать, что делать, а главное, ведь это не главное. То, как себя ребенок естественным образом ведет, то и правильно. И ставить под сомнение идентичность ребенка, я думаю, не стоит. Даже если ему 2, 3 или 4 года, думать, что он не знает, кто он, это ошибочное мнение. Я знал, кто я с того самого момента, как я себя просто осознал. Как только я понял, что есть те и есть другие, и что меня пытаются в какое-то направление запихать, я тут же понял, что я этого не хочу, потому что я себя так не ощущаю. Я уверен, что если детям сразу дать возможность определять себя самим, то это не испортит их психику, а это только сделает их свободнее и всех счастливее. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео по пятницам. До скорых встреч, пока!